Я приехал к парку рядом с тренировочным залом. Пойду на море. Полицейские стоят. Наверное, кого-то поймали. Пойду гляну. Народу сегодня сколько. Прям куча, смотрите, в той стороне сколько. Темным-темно. А рыбаков сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Удочек с десяток, наверное. Тепло. В машине показывает 17 градусов тепла, но фактически, мне кажется, на солнце больше нагревается. Под 20 градусов температура. Здесь народ тоже гуляет. В ту сторону тоже, я думаю, много народу прогуливается. Я жду, когда тренировку закончится у детей. Машину поставил почти возле их тренировочного зала. Короче, надо немножко... Пойду, вон лавочки есть, на лавочке посижу. Мне, как это сказать, немножко время есть. Далеко заходить при этом не получится. Во-первых. Во-вторых, машина здесь рядом. А в-третьих, у нас сегодня прямой эфир. Но надо сейчас будет после тренировки сразу в припрыжку бежать домой. Так что так. Сегодня мы вышли погулять. Давай. Где-то время уже 2 часа дня. Кое-какие дела по дому переделали. Бадыщ. Тут стройка, как всегда, гремит, стучит. Ну так, в меру. В квартирах не слышно их вообще. Кстати, вот забор сразу с этой стороны строят. Видите, вот эти вот железные штуковины. Они их ставят, заливают. И вот эти конструкции, вот, которые здесь у нас, то же самое. Там вот телефон их написан, фирма, которая это делает. Вот. Короче, никто не парится, из кирпича заборы не выкладывать. Арматурки, видите, расставили. Бетоном залили, все, забор стоит. А мы пойдем покатаемся на велосипедах. Идем мы погулять. Сейчас у нас 2 часа дня. Очень солнечная, очень комфортная погода. Дети на велосипедах поскакали вперед, я за ними. Мы сегодня долго не получится погулять, может часок. Думаю, что меньше, даже полчаса, наверное. Потому что мы уже договорились ехать сейчас в Мерсин, в автосервис, где машину чинили. Должны они еще раз ее посмотреть, как там все, работу свою они сделали. И плюс еще у меня на одном колесе АБС мудрит. А может, не на одном даже. Потому что ошибка выскакивает АБС, а конкретно на каком колесе это, они еще никто не определял и не начинали определять. Вот. И сейчас мы идем на набережной, дети немного покатаются, далеко никуда не поедем. Ну, тоже надо детям, так сказать, выгулиться-то. Во дворе в нашем на велосипеде не очень много мест кататься. Вот. А по улице сюда вот так одним их неправильно выпускать. Потому что даже по набережной нет-нет, да проедут машины. Вот, хотя там они как-то потихонечку ползут. Но все равно. Там, как говорится, ты даже если что, ты будешь на правой стороне, потому что выезд везде знаки стоят запрещен на набережную. А здесь на проезжей части, ну, сами понимаете, машины здесь главнее. Все-таки, согласно правилам дорожного движения, велосипедных дорожек у нас здесь нигде нету. Вон сегодня море уже видно. Не знаю, классное сегодня море. По-моему, ни волны, ничего нету. Я говорю, прям охота это. Уже открыть купальный сезон. Но пока что еще рановато, на мой взгляд. Вот, хотя когда 1 числа люди уже купались. Мы воздержимся от этого дела. Еще все впереди. Сейчас очень много людей гуляет на набережной. Вот вчера гуляли, позавчера тоже.
Единственное, что сегодня у нас понедельник, сегодня у нас рабочий день. По идее, должно быть поменьше народу. По идее. А как будет, сейчас мы увидим. Вот оно, наше моречко. Классное, по-моему, да? Мне нравится. Единственное, что сегодня больше ветра, чем первого было и второго. Сегодня 3 число. И если купаться лезть, то будет прохладно. Это если купаться лезть. А если просто гулять, то я в осенней куртке стою. Без подкладки. Без этого, без... Ну, там только подкладка, без всякого наполнителя. Мне вполне комфортно. Я сегодня еще кепку одел, потому что сильно солнце печет. Голову припекает. Вот она, наша морешка. Я знаю, нас смотрят наши соседи многие, кто на этом пляже проводили время летнее. Я знаю, что им приятно до слез вспомнить эти места. Так что вот, ждем вас. И море никуда не ушло, тоже вас ожидает. Ладно, сейчас мы немножко побудем здесь на море, а там посмотрим сколько. Я, собственно, привязан к поездке теперь в Мерсин. Жду звонка. Сколько побудем, столько побудем. А вот она, морешка. Класс. Приехали мы в сервис с нашим турецким другом. Пока стоим, ждем их начальника. Он должен был подъехать в ближайшие буквально 5-15 минут. Поэтому сидим, ждем его. По дороге вроде фу-фу-фу, все нормально, машина едет. Еще раз попроверяли, все лампочки смотрели, крутилки крутили. Вроде все нормально. Посмотрим, что там скажет компьютер и так далее. Я Мишу брал ключи. Ты не брал? И в итоге ничего поснимать не получилось в этом в школе. Что я зашел, они уже вышли тут же мне. Я их не ждал ни секунды, как говорится. И поехали сразу через магазин, правда, но домой. Сейчас мы вышли погулять на великах. Вечерком после уроков. Вот так вот надо вот так вот взять Да ничего и тянуть страшного. вниз. Нет, ну. Отлично все. Вот это вот. Как, Миш, тебе сегодняшнее занятие в школе? Расскажи так кратенько зрителям. Сегодня хорошо в школе у тебя все было? Домашнее задание задали. Домашку задали. Ой, я слышу, что и Олегу тоже задали домашку. Да. А по какому предмету? По турецкому краске. А Миш по какому предмету? По прописям. По профессиям? Ну, сейчас придем, будет интересно посмотреть, что там за такие за домашние Нет, задания. там этот. Меня просто надо перевести переводчиком. Давай, выкликаемся. Мирова. Велики берете? Соседний корпус растет потихонечку. Здесь так, 0, 1, 2, 3, 4 этаж уже собирают. 1, 2, 3, да, 4 этаж. На том вот комплексе соседнем загорелись огни. По-моему, только сегодня. Я вот до этого не видел, чтобы так было у них. У них там аквапарк почти собран этот. Горки все во дворе. Хотя вот эти корпуса стоят без окон по-прежнему. Вот. Но это все, кто наши соседи, они знают про эти комплексы. Смотрят, я знаю, многим будет интересно. Тут какая-то кучка земли набросана. Такое ощущение, что это будет разравнивать и делать здесь адекватную дорогу. Я, во всяком случае, на это надеюсь. А мы вышли немножко погулять на велосипедах с детьми. Миш так немножко бесится, поэтому я предложил пойти погулять, он очень этому рад.
Мы недолго, так вот чуть стемнеет уже. Пока дойдем, пока туда-сюда. Мы еще хотели до Мигроса доехать. Там купить специи. А, вот еще наши соседи тоже знают про этот магазин угловой. Ну, это не магазин, а предлагаемый в аренду в нашем комплексе площади. Вот здесь вот реклама появилась. Сатылык. Что означает продается. Мне казалось, что это все время в аренду предлагалось, а сейчас это просто продается. Ну, посмотрим. Кто-то, если будет покупать, значит, что-то будет там городить. Магазин ли, или фирму ли. Ну, в общем, поживем увидим. Эх, сегодня классное море какое. Я не знаю почему, но у меня впечатление, что очень сильно потеплело. Я не знаю, с чем это связано. Сегодня очень много рыбаков, кстати. Я уже не первый раз на набережной. Первый раз и камеру забыл взять с собой. Я ездил по набережной в магазин. Сегодня классное море какое, смотрите. Пойду поближе. Поснимаю. Сегодня рыбаков очень много. Очень-очень много. Прям днем было. Сейчас это кто-то сидит, это, по-моему, женщина. В телефоне, так сказать. А так днем сегодня было прям очень много рыбаков. Они прям там кучей собрались на пирсе слева. Сегодня вот такое море. Морюшка. Как бы вы там не ехидничали по этому поводу. Это наша морюшка. А ваш там снежочек. Там, где вам хорошо, не грустно, весело, замечательно. Нам, собственно говоря, все то же самое, только у морюшка. Вот такое оно у нас, смотрите. Днем было чуть-чуть побольше волна. Ну, прям самая малость. Потому что я на велике ехал, насколько это можно было видеть, чуть повеселее она била, так сказать, берег. Ой, пойдем с детьми немножко покатаемся. Вот Олег едет с левой стороны, Миша направо поехал. Сейчас время не очень много, формально, если посмотреть на часы. Сейчас я даже не поленюсь, залезу в карман. 18:07. 18:07. Ну вот такая вот, как это назвать, темнота, не темнота, ну такое вот уже вот небо у нас. Уже, ну, сумрачно скажут, сумерки. Мы сейчас тут немножко пошаримся и проедем в сторону Мигроса, там специи. Наша мама попросила купить ей там несколько позиций. Все для работы, так сказать. Так, тут Оля акции посмотрела. Пятерка 37,90, а это 14,25 двушка. Как я посчитал, если двушку брать, то получается 35 лир 5-килограммовая пачка. А если просто брать, невзирая, то 37,90. То есть вот теоретически можно муку купить по акции 14,25, 2-килограммовая упаковка. Хотя летом 16 пятерка стоила. Ладно, и Оля мне заказала купить специи, но здесь таких специй нет. Здесь специи только вот этой фирмы. А те, на которые акция распространяется, здесь отсутствуют. Здесь вот соусы какие-то есть, там вот есть такие, как сказать, быстрого приготовления, что-то такое. Но вот того, что нужно, нету. Так что извините. Едем домой. Молоко будем брать? Да. Молоко. Я спрашивал, хотел сказать муку, а сказал молоко. Это, видимо, дороже мука, даже он двушка 29 лир стоит. Будем молоко брать. Ладно, пойдемте. Молоко, кстати, есть у нас. У нас Я мука заканчивается. Ладно, погнали. Наши городских, как говорится. Любил говорить я, теперь любит говорить Оля. Ой, пап, Да, чекай. пошли. Чекай, пап. Всем привет, мы опять на вечерней прогулке. Идем мимо МТС на набережную, на нашу гулять. Кстати, МТС работал все время. Никаких перерывов он не делал в работе своей. И единственное, что сейчас у него
короткий рабочий день, что-то часов до 7, что ли, он работает. Одно время работал до 9, а сейчас, по-моему, до 7. И как-то сунулся в него, ну, там простой что-то, соль купить, что ли, надо было. Бесполезно, закрыто. Вот. Я ходил, и даже на велике был я. Я ездил туда чуть дальше, там есть Гюнеш 3, еще один магазин продуктовый, в котором я обычно не бывал, а это проехал и ту же самую соль купил. Так, а мы на набережную выходим, сейчас посмотрим, что там сегодня смотрим. Извините, что поздно, так темновато. Пока пришли со школы дети, пока покушали, пока прособирались, пока туда-сюда, только-только вот выходим. Хотя время сейчас, сами понимаете, время сейчас немного. Сейчас я на часы посмотрю. 18-17 буквально время. Ой. Так что так. Вон дети катаются, вон Олег едет на велосипеде. Миша тоже где-то справа находится. Мы сейчас немножко море посмотрим. Вот и Михаил. Вы сегодня так поменялись, да? Маску в карманчик сложи, аккуратно положи. Или одень. Да. Видите, как мы подготовлены? В рукавичках. И Олег тоже в рукавичках, да? Кошаки тут как тут. Да, шапочка тепленькая, видите, какая вязаная. Это Коша Тимоша. Не задави Кошу Тимошу. Тут Коша Тимоша и вот еще. Вот так они умеют. Какие молодцы. Ладно, иди катайся, Миша, аккуратно. А я вас подожду. Пойду море немножко снимаю. Сегодня волна прям к вечеру. Ой. Нормальная такая. Классно. Шумит. Эх, ждем, когда совсем потеплеет, и можно будет не только смотреть на море, но и купаться. Как люди говорят, живем у моря, на море не ходим. Не знаю, живем у моря, хотим ходить на море купаться. Ладно. Народу немного на набережной, ну как в последнее время, все время. Ни больше, ни меньше. Стабильно. Сегодня весь день в группе обменивались видео и фото, и всякими там тышикеры деле и так далее. В общем, вот так вот теперь возле нашего корпуса, возле нашего А-блока была одна беседка, старенькая, потертая. Миша, не садись, можешь прилипнуть, только сегодня покрасили. Теперь тут две беседки. Да, только сегодня покрасили. Тут... Я прилипну, меня оторвется этот. Я оторвусь со штанами. Ну, штаны испортишь и все. В общем, здесь почистили все вот это старое дерево и покрасили краской. И вот эта беседка, это раньше стояла возле Б-корпуса, возле того корпуса. Там сейчас поставили взамен одну большую, а вот эту переставили сюда. Думаю, следующий шаг, между ними поставят третью беседку. Будем таким образом развиваться. Кто-то приехал. Да, такие вот теперь беседки у нас стоят. Ну, это старая беседка, вот она. И та тоже старая. Она переехала, вот та беседка переехала. Ее до этого там перетаскивали, я лично участвовал. Теперь ее разобрали, перенесли и собрали. Вот такая вот история. Еще обратите внимание, сейчас вот в январе очень много листьев стало, таких пожухших на деревьях. Цветы некоторые тоже пожухли. До этого как-то так не было. Сейчас шел, там прям голые деревья стояли. А краска свежак покрасили буквально вечером. Она прям блестит, видно. Вон на стыках на некоторых.
Миша, не садись, Миша. Не садись. Завтра подсохнет, сядешь. Если захочется. Семечки влипли. Хочешь посидеть? Посиди вон там на пластиковых стульчиках. Я пить хочу очень сильно. А, тогда пойдем домой. А, и дорожку расширили. Раньше дорожка была узкая-узкая. Сейчас сделали ее вот этими вот бордюрами, сделали пошире. Да-да. А, и эти висящие мордочки тоже сняли, пока здесь лежат. Не знаю. сняли, а сбросили. Будут их обратно прикручивать или нет? И не лежат, а валяются. Миша категорически не согласен со мной. Вот она, старая новая беседка теперь здесь. Там вон какой-то стол стоит за углом еще, покрашенный. Не знаю, он чей-то или общаковый. Да, действительно, Да. Идет лампочка висит. Не знаю, она подключена, нет. не, ну раньше сюда подключен, теперь же нет. Ну, А пошли домой, я пить хочу очень сильно. пойдем, пойдем. Очень сильно. Мне кажется, ее послушать, потому что эти беседки не просто так поставили. Под этими беседками любимое место турецких жителей играть в свою турецкую доминошку. И они Им лень туда идти. Они летом до глубокой ночи, до часу, до 2, до 3 сидят, играют в эту игру. Пойдем? Миш, не лази пока, не лази. Пошли, а то ногу стукнешь. Go. Кстати, я вам не показал еще вот продолжение этих нововведений. Привезли кучу целую, вроде как 20 штук должно быть, вот таких новых жезлонгов. Они в нашем вот, как сказать, подвале или что это, нулевом этаже стоят они здесь кучей, большим таким штабелем. Но они как-то, они, кстати, не очень хорошо покрашены. Возможно, что их будут подкрашивать. Вот. Велосипеды здесь стоят и наши в том числе. Пойдемте.